Думаете, Монголия – это просто бескрайняя степь, юрты и портрет Чингисхана в учебнике истории? Что все великое здесь закончилось вместе с ним 800 лет назад? Тогда как посреди голой степи, где нет ни одного месторождения металла, наладили массовое производство оружия и доспехов для целой армии. Как несколько поколений охраняли огромную запретную территорию и охраняют ее до сих пор 8 веков спустя. Как спутники и искусственный интеллект нашли сотни нетронутых гробниц монгольской знати, а прикоснуться к ним нельзя ни при каких условиях. И почему то, что нашли в одной из этих гробниц, связывают с миллионами людей по всему миру прямо сейчас? Монголия скрывает не только пропавшую гробницу Чингисхана. Она скрывает доказательства того, что величайшая империя в истории держалась не на хаосе Орды, а на холодном расчете. Сегодня 4 находки в Монголии, которые переписывают все, что нам рассказывали о Чингисхане. И к концу этого видео вы поймете, что дело не только в древней истории. Возможно, это касается лично вас. Но обо всем по порядку. Начнем с места, где Чингисхан по-настоящему готовил свои завоевания, и о котором почти никто не знал вплоть до нашего века. Все привыкли думать, что первой столицей монголов был Каракарум. Красивые руины, туристы, путеводители. Но Каракарум построили уже после смерти Чингисхана, а сам он правил из другого места, которое нашли только в начале 2000-х. Оно называется Оврага, 250 километров к востоку от Улан-Батора. Японско-монгольская экспедиция раскопала здесь фундамент огромного дворца-шатра, Великую Ставку, откуда Чингисхан управлял рождающейся империей и отправлялся в походы. Но настоящая сенсация была не в дворце. Под землей археологи нашли гигантские металлургические мастерские. Кузнечные, горные следы массового производства, стрелы, копья, элементы брони, конская сбруя. И все это на рубеже XII и XIII веков. Вдумайтесь, в монгольской степи почти нет своего железа. А здесь работал целый военный завод. Значит, сырье, чугунные и железные слитки везли за тысячи километров. Часть аж из Китая. Это меняет все. Чингисхан в нашем воображении – это дикий всадник с луком. А на деле он выстроил в степи то, что сегодня назвали бы военно-промышленным комплексом. С логистикой, с поставками и серийным производством. Чингисхан был не просто завоевателем, он был гениальным организатором. Его победы обеспечивались не только храбростью, но и продуманной системой. А после его смерти на месте главной юрты построили святилище, где 1,5 века поддерживали культ его духа. То есть Оврага знала Чингисхана и живым, и мертвым. Но вот где его похоронили, не знает никто. И это вторая загадка. Когда Чингисхан умер в 1227 году, его похоронили в атмосфере абсолютной секретности. По преданию, погребальный отряд убивал каждого, кто встречался на пути. Потом по его могиле прогнали 1000 лошадей, чтобы сравнять землю, а сверху, по одной из версий, засеяли травой и дали лесу разрастись, чтобы место слилось со степью и исчезло навсегда. Считается, что он лежит где-то у священной горы Бурхан-Халдун на северо-востоке страны, и вокруг этой горы столетиями существовала запретная зона. Ее называют Их-Харик, Великое Табу. Заходить туда под страхом смерти нельзя было никому, кроме ханской семьи. А теперь самое интересное. Сейчас 21 век. У нас есть спутники, лидары, дроны, георадары, искусственный интеллект. Американский исследователь Альберт Лин вместе с National Geographic просканировал эту зону, не копая землю. Подключили даже краудсорсинг, 1000 людей вручную размечали спутниковые снимки. И они нашли сотни нетронутых курганов XIII века, следы огромной рукотворной каменной платформы. Казалось бы, бери и копай, разгадай тайну, которой 800 лет. Но копать нельзя. И вот здесь начинается то, чего западная наука почти никогда не встречает. Сами монголы не хотят раскапывать могилу. Для них потревожить покой повелителя степей – это святотатство. И правительство строго ограничивает любые раскопки. То есть это не «мы не можем найти», это «мы знаем, где искать, но не тронем». Наука научилась уважать чужое табу. И это, пожалуй, тоже часть наследия Чингисхана. Он и мертвый диктует правила. Но если саму гробницу трогать нельзя, что тогда вообще удалось раскопать? И вот тут появляется золото. Могилу самого Чингисхана не трогают, а вот захоронения его родни археологам достались. На востоке Монголии, в районе Таван-Талгой, раскопали элитные могилы XIII века. И то, что лежало внутри, выглядело прямо как кадр из фильма. Гробы из ценных пород дерева, часть из лиственницы.
а один из коричневого дерева, которое растет за тысячи километров отсюда в тропиках Юго-Восточной Азии. Как оно попало в монгольскую степь – отдельная загадка. Шелковые одежды, золотые украшения, седло, отделанное золотом, и золотые перстни с выгравированным соколом. Сокол – это символ рода Барджигин, которому принадлежал сам Чингисхан. Генетический анализ показал, похороненные здесь, скорее всего, принадлежали к золотому роду, той самой династии Чингисхана, либо были его близкими родственниками. И вот тут мы подходим к тому, ради чего стоило досмотреть до этой минуты. Потому что ученые, изучая эти захоронения, вышли на след, который тянется гораздо дальше Монголии, который касается миллионов живущих сегодня людей, а возможно и вас. Есть факт, который повторяют так часто, что он звучит как истина. Примерно каждый 200-й мужчина на планете – прямой потомок Чингисхана по мужской линии. Об этом пишут в популярных книгах, это цитируют на лекциях. Считается, что миллионы мужчин по всей Евразии несут особую генетическую метку, определенную Y-хромосому, доставшуюся им от повелителя степей и его сыновей. 20 лет эта идея жила как доказанный факт. Империя была огромной, у ханов были сотни детей, вот линия и разошлась по континенту. Но в начале 2026 года вышло исследование, которое незаметно, но основательно пошатнуло эту теорию. Международная группа ученых извлекла древнюю ДНК из элитных захоронений Золотой Орды в Казахстане в регионе Улытау. По преданию, там лежит старший сын Чингисхана Джучи. И да, мужчины оказались носителями той самой знаменитой линии, той, что связывают с Чингисханом. Но вывод ученых оказался неожиданным. Эта линия могла происходить вовсе не от самого Чингисхана, а от другой, хоть и родственной ветви, которая распространилась в ту же эпоху, а может и раньше него. Проще говоря, пока не найдена сама гробница Чингисхана и его подлинная ДНК, доказать, что миллионы мужчин носят именно его кровь, невозможно. Красивый миф, в который верили 20 лет, дал трещину, и произошло это буквально несколько месяцев назад. Вот почему все возвращается к той самой запретной горе. Пока ее не тронут, последнее слово в этой истории не сказано. И вот что удивительно, о жизни Чингисхана мы теперь знаем больше, чем о его смерти. Мы нашли завод, дворец, гробницы его семьи. И, скорее всего, отыскали место, где он покоится. Но не тронули и, похоже, не тронем еще долго. Империя, которую все считали Дикой Ордой, оказалась государством с промышленностью, логистикой и железной организацией. А главная ее тайна все еще дремлет под бескрайней монгольской степью. Ее бережет не камень крепостей, а живая нить традиции. И теперь вопрос к вам. Вы бы хотели, чтобы гробницу Чингисхана однажды все-таки нашли и раскрыли? Или есть тайны, которые лучше оставить в покое? Напишите в комментариях. Правда, интересно, что вы думаете. А если хотите увидеть, что скрывают другие уголки нашей планеты, подписывайтесь. Дальше будет еще интереснее.